Ир, ты сегодня во сколько встала? В 6:40, как всегда, по будильнику. Что рабочий, что выходной. Да. А я вообще встаю тоже рано, но я сегодня встала в 6. И зачем я встала в 6 утра, сейчас я вам расскажу. В общем, я засиделась и решила мотануться на 2 денька в Калужскую область, 3 денька. А компанию мне составит моя подруга, водитель, собеседник, да, Ирина. Сегодня у нас очень богатая культурная программа. И я вам советую подписаться. Фильмов будет несколько. И чтобы не пропустить наши приключения, наше сумасшедшее, выдающееся путешествие по Калужской области, в общем, подписывайтесь, оставайтесь с нами. Я просто думаю, реально, я даже не думаю, я уверена, будет интересно. Это же не куры, это же просто Пьер Карден. Ой, а нога какая! Пируэт! Ир, ты хочешь омлет из страусиного Я бы яйца? попробовала, но я столько не съем, если он на 8-10 человек. Сейчас мы едем совершенно На помойку. противоположно. Платье из изделия номер 2. Ну, для тех, кто не в курсе, изделие номер 2 – это презерватив. Стабилизация эмоций стоит недорого. Всего лишь 50 и 100 рублей. Это столько стоит бутылка, которая должна сейчас разбить о стену. Нет, прикольно, да. Мы все ищем этот заброшенный замок. Вот, ребята, как вы думаете, Что из этого замок? как вот среди этого может быть замок? Так, наверное, вот так лучше. А вот это роскошное, посмотрите. Какая ограда красивая, такая винтовая лестница. Это территория санатория, но сюда очень легко пускают, никакой охраны. И, в общем, такая хорошая природа, птички поют. Вот он, парк Воробьи. Он состоит из 2 территорий. Мы сейчас идем на первую территорию с Ирой. Она открывается пораньше, а напротив вторая территория. Она открывается попозже, и мы туда попадем. 10 часов утра, парк Воробьи, и уже стоит очередь в кассу. Билет стоит 300 рублей по будням и 500 рублей по выходным. Экзотариум, обезьяны, фламинго, страусы, кенгуру, пингвины, кафе и сервалы. Так, ну что, начнем-то? Ну, начало осмотра предлагается вот так. Мы пойдем по... Ну пойдем Галочка. смотреть на птичек. Но это просто мировоззренческое потрясение. Я даже не знала, что домашние куры так выглядят. Посмотрите, это же не куры, это же просто Пьер Карден. Слушайте, я не знаю, камера передает, но ощущение, как будто у них не перья, а шелк. Такие длинные, на шерсть больше похожи. У моего кота такая же. Посмотрите, какая красота. Ребята, ну это, конечно, на любителя. Это голошейная порода. Посмотрите, у них голая шея, да? Красная такая. Но есть же голые коты. Почему бы курицам голым не быть? Ну, хотя бы с голой шеей. Очень своеобразные. Они все время просят есть. Нельзя, извини, пожалуйста, запрещается тебя кормить. Иначе тебе может стать хуже. Для тех, кто не в курсе, павлины – это тоже курицы. Но очень красивые курицы. Ой, а нога какая! Пируэт! Ой! Ой! Все. Сердце мое тебе навек отдано. Ой, все показала, что только смогла. Молодец. Спасибо тебе большое. Угу. А это уже пошли попугаи. Опа!
А чего они так любят все попами поворачиваться? Ага. Ну, птичка. Повернись, клюв-то покажи свой. Ой, какой клюв. Ой, аж лицо показал. Молодец. Молодец, какой ты парень хороший. Прям позировать начал. Давай я тебе покажу всему миру такого красавца. То ли давно я в зоопарке московском не была, то ли подзабыла. Но вы знаете, в парке Воробьи я открыла для себя богатейший, живописнейший мир домашней курицы и попугаев. Но особенно меня, конечно, поразили курицы, потому что попугаи, они всегда были красавцами и всегда были такими парнями разнообразными. Но курицы, домашние курицы, я думала, что курицы имеют вполне себе прикладное назначение. Но они же просто, это больше было похоже на подиум. И с каким-то окрасом, и с какой-то шляпкой, и с каким-то мехом, и с какими-то лапками. В общем, ребят, если вы хотите погрузиться в мир живой природы, а даже не столько живой, сколько выведенный человеком, приезжайте сюда, разнообразие птиц, и попугаев, и туканов, и куриц, и, наверное, много еще чего, до чего и не дошла, и здесь просто поражает воображение. А потом это все в окружении такой красивой природы. Я бы не назвала себя любителем флоры и фауны, но про фламинго мне есть что рассказать. Мы привыкли розовый фламинго, а вы обратили внимание, они белые. Мне объяснили, почему они то белые, то розовые. Дело было в Селестуне, это такое озеро в Мексике, где проживают огромные колонии фламинго. Ты плаваешь на лодочке, там специальные такие туристические лодочки, близко к ним не подплываешь, издалека смотришь, и вот такой ряд розовых фламинго. Так вот, почему они то белые, то розовые? Вообще они прилетают беленькими, а потом наедаются креветок и становятся розовыми. Поэтому, видимо, этим фламинго дают мало креветок, дорого. Нонче-то все нынче дорого, поэтому они беленькие, но от этого не менее прекрасные. Посмотрите, ворон. Плотоядный ворон, ребята вам сказали. Ой, какой красавчик! Ой, вообще супер! Ой, какой красивый! Можно я его даже сфотографирую? Я так редко его вижу. Как жалко! Какая красота! Это он на прожарке свои перья прожарил и перед вами повоображал. Вот мы тут решили зайти перекусить. Кафе «Пеликан» называется. Что тут у нас подают? Так, рыбное ассорти 600, семга 550. Такие ресторанные цены, гаспачо 300. Но выбор довольно большой. Ребята, еще, видите, есть омлет из страусиного яйца. Мы тут сыры хотели заказать. Ира, ты хочешь омлет из страусиного яйца? Я бы попробовала, но я столько не съем, если он на 8-10 человек. Да, вот видите, один минус, что надо такой большой компании, 8-10 человек. Мы можем взять с собой. Принесли нам еду, греческий салатик, уха, компотик. Выглядит неплохо. Ира уже приступила. Давай, Ира, рассказывай. Вкусно, да? Хорошая, да, симпатичная уха с красной рыбки. Шикарно идет. Слушай, а почем это все получилось, а? Сколько у нас уха стоит? В целом, уха 150 рублей. О, уха вообще коммунизм. Да, и вот такая диетическая, кстати, здесь есть детское меню, значит, есть диетическая пища. Так что, в общем, Кафе «Пеликан». Ира рекомендует. Да. Мы теперь оттуда, со старой части, отправляемся в новую. Здесь у нас другие представители животного мира. То, что я сейчас уже вижу, тропический мир,
И певчие птички. Бабочки-минералы. А, бабочки-минералы, а там еще где-то неподалеку есть сад камней. Ну, в общем, усмотримся. Камни, на мой взгляд, сомнительное удовольствие. Нет, может, есть люди, которые с камнями разговаривают, Ир. Есть люди, которые с деревьями разговаривают. Так, и почем у нас тут удовольствие для народа? Не знаю. Не написано, да? А, вот. Здесь подешевле. А он так Здесь бегает. 200 рублей Да, в он будни и 300 постоянно выходные. выскакивает. Так, ну вот смотрите, мы идем в тропический мир. О, минералы. Смотри, какая красота. А вот это лабрадор. Ой, какой красивый лабрадор. Гипс. А это гипс. Это гипс? Да, такая природа создала в виде розы. Ой, какой красивый агат. Это все полудрагоценные камни. Я в основном их видела в серьгах и в кольцах, а тут, оказывается, такие. Да? Ой, ты кто такой? Ну вот как это можно было придумать, а? Ну что это такое? Это коралл птичье гнездо называется. Смотрите, какие ракушки. Вообще я родилась на Сахалине, и у нас эти ракушки стояли у всех дома. Если ухо приложить, к уху приложить, то слышен шум моря. Смотрите, какой красивый галиотис сияющий. Ракушка веретено. А это конус мраморный. А это конус березовый. И еще один конус королевский. Ребят, и это мы выезжаем из парка Воробьи. Вот это все люди приехали. Там еще сзади 2 километра. Да, это вот мы едем километра 2 до главной трассы. Если назад вернуться еще километра 2, то есть я думаю километров 5, а может быть и больше, это все припаркованные машины, это все люди приехали в парк Воробьи. Короче, хотите припарковаться, приезжайте пораньше. К открытию. Да, открытие в 10 часов. Мы как всегда галопом по Европам, а место, которое на день. Вот надо день. 4,5 часа мы все равно провели. Да? Ну, мы даже, но вот мне, например, не хватило немножко посидеть, там, порелаксировать, еще с животными пообщаться. Вот. Я бы, Не все отвечают просто, да. Не все отвечают взаимностью животные, да. Но на самом деле с детьми, даже и без детей, это очень хорошее место, очень чистое, очень ухоженное. Такие, знаете, не жалко животных, как в зоопарке. Они какие-то все накормленные, чесанные, чистые, довольные, все свободные в вольерах. Какое у тебя впечатление, Ира, расскажи? Мне очень понравилось. Очень много действительно разных птиц. Я не ожидала такого вот разнообразия. Там одних попугаев, я не знаю сколько видов. А куриц? А куриц, да. Я даже не знала, что голуби, их такое количество. Да. Я привыкла, что они серые. А их, оказывается, вагон разных. И кучерявые, и коричневые, и во все возможные крапинки. И сейчас надо менять впечатление, да? Не только же... Другим воздухом подышим. Сейчас мы едем совершенно противоположно. Ну, на помойку Ира она преувеличит. Мы едем в художественное место. Называется музей мусора. Муму. Напротив музея мусора ударная установка. Ну, понятно, что тоже из мусора сделано. И мусора. Стоимость для взрослых 350 рублей. Вот этот домик, где проводятся квесты, полностью сделан из мусора. Вот. Тут даже сложно и часы, и стройматериалы, и коробки
из-под алкоголя. Дерево из бутылок. Мужик с крокодилом. Крокодил сделан из кусочков зеркала, а мужик с микросхем. А вот и он, розовый слон. И сделан он из автомобильных подкрышек. Мечта всех девочек, платье из фантиков. А это гениально. Это платье из изделия номер 2. Ну, для тех, кто не в курсе, изделие номер 2 – это презерватив. Самая экологичная елка. Она сделана из кусочков ткани, а вот эти снегурочки, Дед Мороз и Снегурочка по бокам, сделаны из картонных коробок. Крутые ребята из Скандинавии. Сделаны из отходов металлообработки. Стабилизация эмоций стоит недорого. Всего лишь 50 и 100 рублей. Это столько стоит бутылка, которая должна сейчас разбить о стену. Чувствую себя Столиваром. Она падает. Так, надену перчатку. Слушай, а я, кстати, ни разу в жизни бутылки не била. Во! С почином тебя, Глеб Егорович. Во! Ну давайте, чтоб все плохое Ложись. с этой бутылки ушло. Круто. Да? Ну как, полегчало? Я это сделала. Ты знаешь, надо расслабиться. Не знаю. Мне маловато показалось. Надо было десяток брать, Наверное, это надо было ящик. десяточку взять, тогда бы я стабилизировалась. Смотрите на этого симпатягу. Он сделан из старых резиновых сапог. Диван из старых чемоданов. И столик тоже. А это мой самый любимый диван. Он сделан из яичных сеток. Стол. Но он на одной ножке. Подъедь поближе, посмотри. Да там никакого Да. нет, там и дальше Там нет. видно? О! Ну такой устойчивый, я бы сказала, устойчивый. Только я хочу все ножки снять. Тут же... Но все равно, вот знаешь, что это стол на одной ножке, да, я тоже так подумала, как ты чувствуешь себя не очень уверенно. Вот это просто от головы, видимо, идет. Вот. А здесь, кстати, лабиринт находится зеркальный. И для того, чтобы туда попасть, надо надеть перчатки. А перчатки выдаются на ресепшн. За 100 рублей? Не знаю. Вот так. Ну что, пойдем покупать перчатки? Вот надела я перчатки. Сейчас пойдем в стеклянный лабиринт. Сказали, руки перед собой держать, видимо, куда-то можно врезаться. Ты руки перед собой держишь? Да. О! А что, круто? Даже сказочно, я бы сказала. Мусор и художественное его использование. Это, конечно, не шедевры, это, конечно, не Микеланджело, не Рафаэль, но это оригинально. И вообще интересно, да, когда из, казалось бы, материала, из которого ничего нельзя сделать, типа резиновые покрышки, либо там остатки металла, делают что-то весьма оригинальное. На меня произвело впечатление платье из презерватива. Я так и знала. Да. Ну, вот мы все падки на все, что ниже пояса. Вот. Но... Они не прошли проверку качества. Что, их теперь выбрасывать, что ли? А, точно, это рваные. О, вот ты понимаешь, до меня это не дошло. Сразу не дошло. А сейчас у нас сегодня, видите, какие яркие впечатления. Сейчас будет у нас заброшка. Замок в лесу. Это то, что Ирочка не любит. А я очень люблю, я обожаю заброшки.
В них что-то есть мистическое очень. Но это очень красивая заброшка. Я не буду сейчас все карты раскрывать. Приедем, и я расскажу о том, как этот красивый замок оказался в лесу и почему он заброшен. Вот это, в свое время, наверное, и сейчас неплохой санаторий. Видите, какой переход между зданиями построенный. Держится еще. Да, давай пробежим, а то мало ли что случится. О, ну смотри, вот такой типичный советский санаторий. И вот такой парк. Вот, посмотрите, это детский корпус. А сейчас я вам покажу, какие машины стоят у детского корпуса. Вот. Не хухры-мухры. Ну где ты, замок? Где ты видела голубой? Вон он, по-моему, что-то там. Вот он похож. Да, Ну, вот что-то да, точно. Вот, посмотрите. ну вот башенку. Да. Вот, ребята, сейчас мы приблизимся к нему. А посмотрите, Ленин какой. на него смотрит Ленин, как раз. кстати, неплохо. Ленин смотрит, да. Любуется. Какое у него выражение лица? Почему он смотрит на замок буржуя? Смотрит на замок буржуя. Но он на него не смотрит, он смотрит в великое будущее. У него такое это. Ладно, смотри, ни хрена он денег кухню отгрохал. Ну да. Сделать-ка здесь санаторий. И сделал, собственно, все как завещал великий Ленин. Да. Ну, бедному дворянину Владимиру Ильичу, наверное, было обидно. Хозяин замка – великий русский хирург Сергей Федоров. Его считают основателем русской урологии. Он придумал очень много операций, научился передовому наркозу и научил своих коллег. Он достиг очень больших высот в хирургии, в медицине, поэтому ему было присвоено звание лейб-медика императорского двора, и он лечил Николая II и его сына Алексея. То есть настолько был человек талантлив и богат, к счастью, что талантливые люди в России были богаты, что он мог построить вот такой замечательный замок около маленькой деревни Воробьева. И пригласил в качестве архитектора ни много ни мало самого отца русского модерна, в самом деле, человека, который создал очень много красивых зданий в стиле модерн в Москве, Кекушева. И Кекушев построил это здание в стиле так называемого бельгийско-франкского модерна. Это такой нарядный модерн с большим количеством украшений, необычных окон, нарядный, богатый, роскошный. Прощайте штаны. Да ладно, кот уже их. В общем, ребята, сейчас мы полезем и посмотрим, что там внутри. Да ползите, потом передам. Ой, как здесь красиво. Так, наверное, вот так лучше. Честно сказать, ничего там красивого нет. Я заглянула. Нет, ты просто Всем желающим, конечно, слазить. Ой. Дом-музей Федорова есть зато. Ну какой дом-музей? Табличка. Не Нет, понимаешь ты красоты там заброшек, не написано, Ира. что дом-музей. Да, написано там такая табличка Там есть. написано Федоров. Дом-музей Федорова написано. Вот. Это первая комната. Здесь находилось административное здание какое-то время. И красивые стены, видите, отделаны такой вагонкой.
вот это роскошное, посмотрите, какая ограда красивая, такая винтовая лестница. А это, ребята, знаменитая калужская стелла. Калуга – это же колыбель космонавтики со знаменитым шариком, земным шаром. Шариком его сами калужане называют. Но о самой Калуге я расскажу вам в следующей серии. И если вам понравилось мое путешествие по Калужской области, то не забывайте ставить лайк, делиться, писать какие-то комментарии, потому что они очень помогают продвигать мое видео, а это, в свою очередь, меня вдохновляет на новые путешествия и новые рассказы. Поэтому давайте вперед, подписываемся, лайкаем и до скорых встреч!